Здравствуйте, друзья, в эфире Геоэнергетика Инфо, с вами Радайкин Максим. И я, Борис Марсенкевич, всем добрый день. Стратегические запасы нефти в Европе заканчиваются. Только благодаря им цены еще не пробили исторический максимум. Но насколько их хватит и что произойдет, когда кончатся запасы? Куда улетят цены на газ, топливо и электроэнергию? И при чем тут электроэнергия? Борис Леонидович, вам слово. Ну, давайте по порядку попробуем разобраться, что происходит. Пролив Шрёдингера, он же Ормузский пролив, открыт, закрыт, закрыт, открыт. Отошел чуть подальше, вроде открыт, сунулся туда, оторвали голову, оказывается, он закрыт. Сколько это будет продолжаться, совершенно непонятно. Второй тур переговоров, я так понимаю, что Соединенные Штаты и Исламская Республика Иран пришли к выводу, что торопиться, после майских как-нибудь поговорим. Ну, судя по происходящему, никто никуда не торопится. Тем не менее, Ормузский пролив по-прежнему закрытый, ну и давайте оценим в баррелях, что это значит. Если смотреть на итоги 2025 года, то в среднем в сутки через Ормузский пролив проходило 20 с небольшим хвостиком миллионов баррелей ежедневно. Ормузский пролив закрыт. Что сохранилось? Какие возможности обойти Ормузский пролив есть? Есть нефтепровод у Объединенных Арабских Эмиратов, который как раз обходит Ормузский пролив. Годовая мощность, суточная мощность 1,8 миллиона баррелей в сутки. Работает с перебоями, причем перебои в самом буквальном смысле. То порт Фуджейра, конечная точка, испытывает сложности с тем, что что-то горит, что-то взорвалось, что-то утонуло, то наносятся удары по самому нефтепроводу. Поэтому сказать, что вот именно эти 1,8 миллиона баррелей и проходят, нет, не получится. Сейчас оценки, которые дают западные СМИ, 1,5 миллиона баррелей. Но, тем не менее, 1,5 миллиона баррелей есть. Второй нефтепровод проходит по территории Саудовской Аравии, нехитрое название «Восток-Запад», с месторождений, расположенных в восточной части Саудовской Аравии, на восток, на запад. На западе порт Янбу на берегу Красного моря, на севере Суэцкий пролив, Суэцкий канал, на юге Баб-эль-Мандебский пролив. Годовая мощность нефтепровода 7 миллионов баррелей в сутки, из них 2 миллиона баррелей в сутки предназначены для внутреннего потребления, идет раздача на нефтеперерабатывающие заводы. И ровно 5 миллионов баррелей в сутки – это мощности самого нефтеналивного порта. Они тоже не бесконечные. Вот 5 миллионов, при этом за все годы работы этого нефтепровода, построен он был в годы войны между Ираном и Ираком. Вот там был эпизод, когда начались так называемые танкерные войны, и вот тогда руководство Саудовской Аравии решило, что такой запасной вариант лишним не будет. То есть построен далеко не сейчас, используется давно. Понятно, что считать, что вся его мощность – это нечто новое. Он, разумеется, был задействован. Любой трубопровод, если он построен, он должен приносить деньги. Но, тем не менее, вот эта возможность оставалась. Правда, ее тоже немножко повредили. Было официальное сообщение от руководства Сауди Арамко. Не путать с руководством Саудовской Аравии. Вот Сауди Арамко официально сообщила, что повреждена одна из нефтеперекачивающих станций, поэтому мощность нефтепровода снижена на 700 тысяч баррелей в сутки. Тем не менее, вот то, что осталось. То есть, грубо говоря, около 6 миллионов баррелей в сутки по-прежнему из пролива выходит. Разумеется, в прошлогодних подсчетах о 20 миллионах баррелей в сутки не учитывалась нефть самого Ирана, потому что Иран же, как известно, под санкциями, и как считать? Конечно же, считаем за ноль. Ну, что происходит с поставками иранской нефти, сейчас сказать достаточно сложно, потому что действительно двойное кольцо блокады. Сам Иран, который не пропускает суда, имеющие отношение к коалиции Эпштейна, Израиля и подчиненных Соединенных Штатов. Дальше начинается кольцо американской блокады, которая не выпускает суда, имеющие отношение к самому Ирану. То есть помножено на ноль в самом буквальном смысле этого слова.
Соответственно, потери для мирового рынка нефти не менее 10-14 миллионов баррелей в сутки. Это много, это совсем много. Обычно подают информацию достаточно своеобразно. Мировой спрос на нефть составляет около 105 миллионов баррелей в сутки. Через Арбуз проходит 20, значит, вот 20% от мировой добычи. Но мировая добыча и мировая торговля – это немножко разные вещи, потому что страны, добывающие нефть, ее тоже потребляют. Живой пример Россия. Мы, как ни странно, не всю нефть отправляем на экспорт, половина остается внутри России для переработки. Так вот, если вернуться к статистике, то объем мировой торговли нефтью от 70 до 75 миллионов баррелей в сутки. Из этого рынка ушло порядка 15 миллионов баррелей. Это много, потому что даже в годы кризиса 73-74 годов, когда, как известно, цены дважды поднимались в 2 раза, снижение объемов поставок было 10%. Сейчас 25, 20-25. И ситуация осложняется тем, что закончены все самые дальние рейсы, начатые до блокады Ормузского пролива. То есть даже те покупатели, которые находятся на другой стороне Евразии, свою нефть уже получили. И у нас на глазах формируется новый рынок нефти. Рынок, на котором присутствует дефицит физической нефти. Да, есть фьючерсные рынки, если вы выходите на сайты всевозможных мировых товарно-сырьевых бирж, вы наблюдаете, что стоимость барреля что-то в районе $100 плюс-минус $5. Тоже достаточно своеобразно, потому что обычно по пятницам мистер Трамп сообщает о том, что переговоры идут великолепно, и вот-вот с минуты на минуту будет подписана великолепная сделка. Происходит это в последний день торгов. Цены снижаются. Снижаются цены на фьючерсы. Фьючерсы подвержены вот таким паническим и, наоборот, радостным новостям, потому что фьючерсы – это все-таки торговля надеждами, рисками, ожиданиями, опасениями. И если слышна какая-то положительная политическая информация, почему бы не отреагировать? Дальше на выходных, когда торги не идут, происходят какие-то критические события в обратную сторону, и в понедельник биржи нас встречают ростом котировок нефти. Если кто-то говорит, что при этом мистер Трамп зарабатывает, это точно не я никогда такого не говорил. Тем не менее, стоимость в районе 100 – это стоимость фьючерсов. Если говорить о спотовой торговле, то есть вот моя нефть, я хочу видеть ваши деньги, или вот мои деньги, я хочу видеть твою нефть, здесь информация поступает более скудно. Стороны, участвующие в спотовой торговле, не имеют никаких обязательств сообщать о том, на каком уровне происходят эти сделки. Мировые рейтинговые агентства такую информацию получают методом телефонного опроса. На той стороне телефонной трубки либо сообщат о том, как прошла сделка, либо сообщат, что это конфиденциальная информация, и разговаривать не хотим. Но, тем не менее, по оценкам экспертов рейтинговых агентств, реальная стоимость спотовой торговли, стоимость барреля в спотовой торговле колеблется от 130 до 160 баррелей за баррель. От 130 до 160 долларов за баррель. Это та цена, которую платят владельцы нефтеперерабатывающих заводов. У них совершенно другая обстановка. Их не интересует, что будет в июне. Их интересует то, что в емкости, в которую залита правильная смесь, бленд, который перерабатывается на их заводе, дно показываться не должно. Потому что если прекращена подача на технологические линии, значит, их предстоит остановить. А это уже потери, потому что если остановка произошла, значит, 2 недели паузы точно гарантирована, деньги терять не хочется. Тем более, что физический дефицит все уже ощутили, и есть уже страны даже в Европе, где переходят на нормированный отпуск нефтепродуктов в одни руки. Вот такой разрыв между биржевыми котировками фьючерсов и реальной стоимостью внутри спотовой торговли – это нечто необычное. Если разница и была, но не настолько колоссальная, все-таки 100 и 150 долларов – это 50% разница.
Как будет формироваться рынок, насколько долго продлятся события, связанные с агрессией коалиции Эпштейна против Исламской Республики Иран, ну, сейчас сказать никто не может. Мы наблюдаем по 20 твитов мистера Трампа за 2 часа. Они противоречат друг другу. Товарищ путается в показаниях. Сегодня вот поступила новость очередная, что, по-моему, это уже 39-й раз потоплен весь военный флот Ирана. Все 159 или 189 судов лежат на дне Ормузского пролива, который, конечно же, открыт, но мы его на всякий случай блокируем, непонятно зачем, ну и так далее. Это один момент. Второй момент, о котором теперь уже вслух говорит и руководитель Международного энергетического агентства, то есть события идут всего 2 месяца, и вот он уже все увидел, молодец. Все в порядке у господина со зрением. Он сообщает, что даже в том случае, если Ормузский пролив действительно будет открыт, дефицит, образовавшийся, мгновенно не исчезнет, даже если все до одного судна, находящиеся в запертом состоянии в Персидском заливе, его покинут и перестанут выполнять функции хранилища на воде и отправятся к каким-то потребителям, мало что изменится, потому что в числе прочих удары были и по самим нефтедобычным проектам, и были приостановки, связанные с тем, что просто физически закончились все емкости для хранения нефти. Такие сообщения мы видели и слышали от Ирака, от Саудовской Аравии, от Кувейта, от Объединенных Арабских Эмиратов. Если суммировать все эти сообщения о сокращении объемов добычи, то сейчас где-то на уровне 12 миллионов баррелей вниз. А нефтяные скважины – это не тот режим работы, который у крана на кухне. Крутанула вода, пошла, не нужна вода, крутанула в другую сторону. Восстановление объемов добычи до проектного уровня – это процесс. Процесс мы этот только что воочию наблюдали в Казахстане. Оператор месторождения Тенгиз, компания «Шеврон», вынуждена была остановить добычу в связи с проблемами, которые по вине киевского режима возникли у Каспийской трубопроводной корпорации. После того, как все проблемы с выносным перегрузочным устройством были решены, у «Шеврона» ушло почти 3 месяца на то, чтобы выйти на 100% добычи. Это при условии, что Казахстан совершенно нейтрален, и, соответственно, никакие неопознанные летающие объекты не летают и не падают. Если исходить из той же логики, то даже после того, как, предположим, Соединенные Штаты и Иран о чем-то договорились и восстановили более продолжительное перемирие, открыли Ормузский пролив общими усилиями, тем не менее, месяца на 3-4 пролонгация пойдет просто по объемам добычи. С учетом того, что были повреждены и экспортные порты, и многое другое, понятно, что это, если мы говорим только о нефти, я думаю, что мы уже ушли в конец лета куда-то, пока не восстановится тот объем, который есть. Ситуация, на самом деле, достаточно критичная. Мнение экспертов о том, что $150 за баррель – это цена отсечения. Наиболее бедные из развивающихся стран просто будут сокращать объемы потребления. А объемы потребления нефтепродуктов означают рецессию в экономике. На нефтепродуктах перемещаются все автомобили и так далее, и так далее. Если вы снижаете объемы потребления нефтепродуктов, значит, у вас какие-то сектора экономики тоже уходят вниз. И здесь для нефтедобывающих стран тоже такая тонкая грань. С одной стороны, хочется заработать денег побольше, с другой стороны, если падение спроса состоится, то восстанавливать его придется дольше, чем наращивать объемы добычи. Так что вся мировая система торговли нефтью, она во многом завязана на рынке не только отдельных регионов, в принципе, нефть такой универсальный биржевой товар, все в крайне подвешенном состоянии. С одной стороны, да, те страны, у которых сохранился объем добычи, у которых никуда не исчезла возможность доставлять нефть до конечных потребителей, сейчас зарабатывают приличные деньги. Но они понимают, что в любой момент может произойти срыв и упадет спрос. А вот это уже намного сложнее. Вот такая обстановка.
Борис Леонидович, большое спасибо за комментарии, друзья. Подписывайтесь на наш канал в Макс, подписывайтесь на наш канал в Телеграм, ссылки будут в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты, каким способом можно подсобить нашему проекту, чтобы мы и дальше также бодро вещали на всех площадках без монетизации, исключительно благодаря вашей финансовой поддержке на Sponsor.ru. Спасибо, до новых встреч. Всем спасибо за внимание, всем всего доброго.